он не может выйти, вот это, конечно, прикол. Или может? Чья? Тебе некуда идти, где транспорт, транспорт? Транспорт нужен был бы, кстати, были деньги на транспорт. Сюда, сюда. Возвращаемся с турниром Антимета. Турнир 2. Так его название. Итак, возвращаемся в полуфинал. Red Phosphorus против Матса. И неожиданный камбэк. Вел 2-0 Red Phosphorus. Эти матчи мы видели. Можете посмотреть у меня на канале. Очень самое прикольное я бы только показал. Остальные тоже прикольные, но все не покажешь. И здесь у нас 2-3 Матсы камбэчит, хоть у него и рейтинг ниже на самом деле. Как же так? Ну что, посмотрим еще один матч на карте Фрактал. Вот такая вот карта математическая, да. Здесь есть несколько важных очень особенностей. Первое, это то, что вместо деревьев у вас бамбук, в каждом из которых всего лишь 50 леса. То есть прорубаться тут на самом деле быстрее. Есть специальные точки. Точка ТЦ, выворачивайся. Есть специальные точки, где можно поставить очень прикольные лесопилки и вырубиться на воду. Это довольно важно. Так, здесь фосфор получает по щам, и играет он, кстати, римлянами. Снова Рим, по-моему, уже который раз. Очень часто у них они тут брали Рим. А у Матса Кхмер, нежданчик. Ну что, фосфор и Рим. Ну, мы понимаем, что будет, возможно. Два креста заваливаются еще и с той стороны, соответственно. Я даже видел, что некоторые троих, профессионал даже троих здесь заваливают сразу и ведут, ставить лесопилку и прорубать максимально быстро, чтобы поставить сюда док. Итак, здесь рыба на самом деле довольно-таки хорошая, есть прибрежка, можно уходить дальше, новые доки ставить, а можно пойти к врагу. Зачем идти к врагу? Ну, на самом деле, чтобы даже не дать ему выйти. Иногда можно успеть прорубиться, пройти вот тут, вот тут, вот тут, и если он долго прорубался, закрыть его проход. Также можно поставить вот сюда док, это более стандартный плей, чтобы перекрыть проход на свою рыбу. Ну и, соответственно, пушить вражескую. Вот и все. Кстати, заметьте, что здесь тоже можно пройти к себе в тылы, и здесь очень много ресурсов. Ну что, вроде бы какого-то хаоса в начале особо не было. Важно отметить, что здесь всего лишь один слон, есть несколько зебр, они еще вот здесь бывают, в таком вот ушке, видим по одной зебре, кажется. Ну и тут золото камень, да? И как будто бы даже одной шахты можно взять, но это не совсем эффективно будет. В общем-то, окей. На самом деле и сюда прорубиться довольно быстро, то есть, да, делите на 2 это расстояние, и как бы такой вот лес в 3 тава, на самом деле, можно вырубить и пройти. Хорошо. Нации. Нации, на самом деле, максимально нестандартные. Тут часто берут каких-то итальянцев по фишбумить, каких-то малайцев, конечно же, византийцев тоже, потому что карта довольно контактная. Поставить замок, фастымпнуться, то, что нужно. Но здесь у нас Рим и Кхмер. Это вообще, конечно, да. Ну, если Кхмер еще как-то что-то может на воде, за счет того, что, собственно. Ну, за счет того, что он может быстренько свичнуться по земле, да, пропуская барак. В принципе, поставить какое-то стрельбище и отбиться. Хорошо. То вот Риму непонятно, но обратите внимание, что фосфор вообще играет тут по-другому. Да, он не выходит в это ушко максимально быстро, чтобы прорубаться. Он уходит вообще сюда. Кстати, можно и сюда быстро, ну тут не очень быстро прорубаться, но не, ну на самом деле 4 талика как будто бы, да, довольно быстро. Можно прорубиться, но зачем? Кстати, прохода здесь нет. Очень много ресурсов золота, камня и даже релик находится снизу, как бы, карты. Но мы понимаем, что фосфор как будто бы решает не выходить на воду. Так, здесь как это все происходит, тут же надо микрить постоянно. Обратите внимание, что не послал новых на лес. То есть это как будто бы проход и просто быстрый переход за счет того, что еды много качает, да, от Матцы. Интересно. И вот здесь, да, такой момент, если не подмикривать, то крестьянин не будет вырубать это дерево, тут надо подмикривать иногда крестьян. Хорошо, привол, и на этих ресурсах как будто бы будет делать Red Phosphor Fast Castle свой за Рим, возможно, даже в осадку, дешевую осадку, потому что вспоминаем, что у нас у Рима. У Рима скорпионы стоят на 60% меньше золота. Также у них минимальный рейндж, да, уменьшен. То есть они практически могут под себя стрелять. Это довольно здорово. Очень дешевые скорпионы, в принципе, можно их рано сделать, потому что еще и экономика у Рима хорошая, на 5% эффективнее все делают крестьяне. Все, что только возможно. И да, Матцы прорубился одним из крестов, крестьяночкой пошел дальше. Думает, ха-ха, сейчас я запру фосфора. Ну что ж, посмотрим, что это будет. Ранее феодал, кстати, без лума спокойно себе переходит. Вообще не парится. И здесь что он скаутом разведал? Пока еще не дошел. Не узнал, что здесь ничего даже и не вырубается, соответственно, да? Здесь еще лесорубы остаются. В общем, много леса мы видим от Матца и ничего больше. Опа. Так, не пошел проверять, а вдруг он там талик поставил, заволил и... Но видит уже здесь стены, и кажется, это о чем-то может говорить. Ну, о чем это может говорить? По одиночному дереву понял, что здесь рядом ратуша. Привол форвардных кустов. В принципе, кстати, здесь не форвардные кусты, это плюсик.
Бабы. Так, релика 3 в центре, 2 у каждого из игроков. И на самом деле вот здесь, кажется, что-то должно доходить точно до Мацы, потому что... Потому что что, собственно, происходит? Идем дальше. А нет, смотрите, первый док идет на вражескую воду. Вот это прикол. Первый раз я такой вижу, честно говоря. Так, ну а здесь супер какой-то попытка перейти переход, да, 20 переход. Ну, соответственно, без траты на шахту, чтобы не тратиться на шахту, да. Но как перейти? Просто продать камень. Просто продать камень. Ладно. Ну, здесь, честно говоря, я, конечно, могу вас держать в неведении, что же делает фосфор, но, честно, давайте будем объективными и мыслить как игроки, да, мыслят, они разведывают друг друга, да, тут все понятно. Без вариантов. Без вариантов каких-либо, тут все понятно. А вот идет пробитие, и так как крестьяне без лума схалявил, ой-ой-ой, и, блин, ну зачем слил скаута? Неприятно, ну ладно. Я так понимаю, оба играют без лума. Ага, на пофиг. Фановый турнир, чё уж тут. Фановый турнир. Но если Маци победит, то все на этом. Начинается фишбум. Кажется, Маци понял, да. Он понял по этой стенке, что чувак не вырубается, соответственно, можно и не париться. А вдруг он здесь вырубается? Ну, ладно. Хорошо. Минус крест приятно. Доделал лум Кхмер. Ну и Кхмер сделал, соответственно, конюшню и будет дальше продолжать что-то делать. Да. А здесь все просто. Все просто. Рынок, кузница, все. Мы уже понимаем. Замковый переход. С лумом тоже. Лум это чуть что технология, которая реально увеличивает выживаемость крестьян очень сильно. Не только плюс 15 хп, но и, странное поведение здесь. Почему он не дожидается второго скаута? Боже, ну ладно, не домикривает Маца здесь, честно говоря. Ну ничего. Кстати, крестьянка, да, обратно выйти не сможет, не удалив док, но может пройти дальше. И здесь, конечно, у некоторых может встать вопрос, да? А может, прикольно было бы сделать вышку, да? Проблема в том, что на берегу нельзя сделать вышку. То есть нельзя сделать вышку и чисто именно на берегу. Можно чуть-чуть дальше. Но дальше бамбук. А бамбуки тут удалять так нельзя. Можно только вырубать, иначе бы все обузили удаление через частоколы. Но можно же здесь было сделать галеру. Но вопрос в том, что Маци очень сильно халявит. А вот и нет. Он пошел. Начал что-то задумываться об этом. Здесь еще больше крестов на лес. Господи, сколько тебе надо. Переход идет. Но вот самое главное. Форвард крестьяне, которых, наверное, Маци и пытается словить. Но вот он же слил скаутов, да? Уже как бы двоих. И вот и смотрим. Так, о-о-о-о. Крестьяне убегают, я так понимаю, в эту зону. Иначе здесь что? Что делать? Они сейчас там утонут. Так, здесь крестьянка. Ну-ка, сделает галеру. 50 золота есть, вообще на галеру есть. Здесь крестьяне. Тихо. То есть, что получается? Тут два скаута, они ищут форвард, да? Хотя слабо как-то ищут, честно говоря. Оп, здесь скаут светится. Явно где-то здесь может быть враг. Приволы! Дожидаемся, потому что Red Phosphor же понимает, что там была конюшня, да? Он знает это, он это видел. И сразу две осадыча. Два осадыча на лицо просто. И тут до Кхмера доходит. Стенка просто каменная, ну понял. И вышка. И здесь, конечно, решение нужно принимать резко. Здесь крестьяне уходят, благо леса много у Маца. Он делает ворота какие-то прикольные. Интересная его реакция, на самом деле. Здесь можно пробиться, но реагирует на это. Так, а вышки могут... А может, они успеют? Он пробивает частоколы специально. Уже Скорпион в заказе один. И две осадки в заказе. Можно удалить жителей. Ну, не жителей, наверное, а частокол, да? Еще их дальше приволивать. И что же дальше? О, парень, полегче. Вот это круто было, честно говоря. Вот это, честно говоря, было круто. Но этому кресту, наверное, повезло в меньшей степени. Здесь у нас немножко рыбки. Ну, а тут золото как качается? Ну, вот так вот. Все понятно. Итак, скорпы. Угу. Очень дешевые. 3 и 4 скорпа уже в заказе. Смотрим здесь что. Лесопилка поставлена, все работает, окей. Крестьян на 16, ну, крестьян на самом деле больше всего лишь на десяточку, да? А вот рыбу никто не отменял у нас. Здесь что у нас? Золото, выход на золото или на камень? Мы не знаем. Мы не знаем, как это работает. Вышка. Угу. Ну, скорпионов немножко можно покопить. А может выкопить на катапульту, либо даже таран, чтобы снести. Таран же лучше всего сносит вышку. Но тут очень все сложно будет. Блин, ситуация патовая. Крестьянка прошла вообще сюда, она может не дать никогда выйти Red Phosphor, но мне кажется, Red Phosphor все равно на это. Ему пофиг на какие-то выходы, он хочет закончить игру здесь сейчас, его скорпионы могут буквально по себе стрелять и все разваливают, крестьянка свободна, она может вычинивать скорпионы, главное не попасться под вышку, еще скоро 6 и 7 делается. Воу, абсолютно никаких экапов у Red Phosphor, только тайминг, только победа. И здесь скорпионы уже начинают стрелять в крестьян, которые тупо убегают сюда. Вот это прикол. Чувак просто убегает наружу. Я такого не видел. Какая-то странная кузница. И скауты продолжают делаться. Вот это интересно. Ну, такую пачку скорпов, я вам скажу так, да. Ой, неаккуратно сыграл крестьянка и слил. И здесь что, еще один док? Воу, интересно. Я бы, наверное, делал примерно то же самое.
И таран, ребята, да, таранчик. Здесь кресты проходят дальше. Прикольно, ворота все-таки сделал чувак. И вышки готовит, как будто бы, да? Вот вам коммерческая экономика, получайте, наслаждайтесь. Здесь, в принципе, тоже один крест работает, его можно в теории убить, там скаут убили. И здесь у ворот. Ну что, здесь 5 крестьян заперто, ребята. И скауты, ну... Кстати, одного убил, да, он же выезжал из-под осадки. Так, ну, одного скорпа убил, окей. А дальше что? И он сразу отправляется на ратушу, потому что, наверное, боится, что Кхмер как-то там апается. Но Кхмер не апается вообще никуда, меня тут ничего нет, один крест. То есть, жесть. Вышли кресты. О, маца. Интересные мувы, на самом деле. Я бы не знаю, на такой решился или нет. Один скорп может стрелять. Вышел новый крест. Блин, это самый... Подождите. Это какой-то чуть ли не рекорд, да? Сколько эта крестьянка жила? Давайте засекать. 17:26 она вышла, допустим, да? 17:28 она труп. Ну, короче, 2 секунды. 2 секунды крестьяне мацы живут. Что-то с тобой не так. Да. Ну, кстати, молоток, слушайте, скаутом разбросал 2 скорпа, это неплохо, Маца тут пытается зацепиться. Ратушу он потеряет, но он как будто бы, он смиренен. Он поставит сейчас ратушу здесь, если нужно. Это крестьянка. И он фишбумит, понимаете, в чем разница, да? То есть 2 креста на форварде тоже фосфор слил, он без топорика, просто только римский бонус влияет. Крестьян он не делает. Хотя бы сейчас как будто бы он сотку еды купил, да, или что? Не знаю, но, короче, заказал еще пару крестьян. Хорошо, отлично. Ну что, Кхмеры, прячась в дома. Здесь крестьяне, кстати, так нормально выхиливаются или убегают. Воу-воу-воу, сколько всего скорпов. Угу. Да и тарана 2, ребята, тарана 2. Ну вот и все. Ну вот и все, 2 тарана и полная эвакуация от Матца. Окей, но фосфор знает, куда идет эвакуация. Вот это, конечно, прикол. Выкурил его наружу. Здесь на всякий случай какие-то часы-колы. Red фосфор такой, что там какие-то... Блин, он не может выйти, вот это, конечно, прикол. Или может? Чел, тебе некуда идти, где транспорт? Транспорт нужен был бы, кстати, были деньги на транспорт. Сюда. Да, жесть, такое прикола, конечно, еще не видел. Блин, транспорт бы зарешал, реально, приплыл бы и всех бы усадил. И даже нет смысла, тут, ну, ты не можешь делать какие-то тут стены, да, скорпы, ну, механика эпохи такая, что ты можешь стрелять через стены. И лучники, и все, ну, монахи и подавно там все могут. Ну, вот здесь уже ратуша и вот такая вот тема. Надо заволиться, потому что они же поедут, да? Так, а фишбума реально нормально, там фишбума идет. Фосфор абсолютно не делает рыцарей. Кстати, ну, рыцарей, сорян. Этот скаут убил... Слушай, этот скаут тут убивает крестьян новых. Тут, кстати, крестьянка. Вот давайте посмотрим. Он убил 3 жителя. Немножко отмотка назад. То есть, я так понимаю, фосфор немножко делает крестов и посылает их сюда. Да? Ну, короче, ладно. Ну, мы видели, да. В общем, хорошо. Тут раз какой-то заблудушек. Еще одна. Она дерется, но не помогает. А здесь крестьянка такая наружная. Ладно, пошла на форвард. Ну что? 18:34. Играем дальше. Он идет. А куда идти? В разные стороны. Господи. Не, ну... И что дальше? Как вы думаете, что надо делать дальше? Ладно, окей. Ладно, фермы? Угу. 2 тайла каменной стены придется вырубаться. Вот это, конечно, кринж. А тут же еще кресты работают. Ну вот Red фосфору не хватает разведки, нет у него каких-то быстрых юнитов, да? И вот не получается. Таран едет туда, он же разрушит здесь. А здесь делается брандер. Защита брандерами. Что это такое? Что происходит? Мерзкие фермы. Куча лесорубов. Здесь золото. Блин, за счет этого золота он может сделать брандеры. Здесь скаут постоянно мониторит. Непонятно, что фосфор делает. Ему как будто бы можно было вот катапульту сделать и вот это все спушивать, на самом деле. А он ползет туда, но упирается в стены. Но здесь один таран, а второй таран... Скорпы тут какие-то заблудшие. А второй таран... Так, ребята, ну вот самое интересное. Да, крестьянка пошла туда на воду. Я не знаю зачем. Так, ты упоролся, мужик. Скорпы выезжают. Так, или нет? Я забыл сказать, да? У Кхмеров... Я немножко путаю. Да, это у Кхмеров повышенная дальность на скорпов. Опа, он проплыл мимо, можно было взорвать. Блин, он тупо не заметил. Но здесь скорпы... Мне кажется, скорпы убьют. Ой, не успели. -3. А следующий? Ну-ка.
Еще минус 3, господи, ты боже мой. Скорпы испарились, осталось 4 штучки и 2 тарана. Отлично, план Мацы сразу. Мацы уже в замке идет, красавчик. Воу. А как, да? Фишбум. На воде. И тут две... Что? То есть он красавчик. Вот эти 5 жителей, они сразу переключаются на камень, типа, не знаю почему. Здесь 4 фермы, фишбум, он идет в замке, и у него 3 конюшни, боже мой. Ну, здесь теперь 2 осадки, чтобы дефаться, либо убить фишбум. Я не знаю, что происходит здесь. Ран ползет, туда же крестьянка, но мы понимаем, что... Мы понимаем, что брандеры могут все это задефать. Я не знаю, кстати, брандер, насколько он жестко сжирает. Таран. Не уверен. Он сделал 4 осадки, это же вообще уже кринж. Такого я точно не видел. И... Что? Forgot which way to go, ха-ха, ГГ. Фосфор пишет, что он забыл, в какую сторону типа идти. ГГ. Что? Он запутался? Я не очень понял. Типа, когда он выходил сюда, забыл, в какую сторону идти. Но он пошел в обе стороны. Он, короче, он не понимал, что реально происходит вообще. И он тупо сдался. Потому что там легкая кава сейчас его сожрет. Он реально запутался, ну карта сложная. Типа, а где? Что? Тут еще крестьянка. А приколите, она ведь вышки может делать. Тут и просто запереть. Ну ладно, вышка он может опушить, тут АЦшка. Легкая кава. Боже мой. То есть, ну он пошел и сюда, и туда. И он, короче, запутался. Типа, а зачем ты тараном сюда? Не, ну он сможет спушивать здесь. Кринж, и Маца камбэчит и выходит в финал, ребята. Он выходит в финал. А есть еще 2 игрока в другой полуфинал. Бири против Сурвайвалиста. Довольно известные ребята. Бири это максимально трэшовый чел, а Сурвайвалист он очень экспериментальный тоже. Пробует разных юнитов. И мы с вами посмотрим и оттуда какие-то игры, ну и с финала. Обязательно. Так что не пропустите. Здесь 2 брандера. Решающие просто. Скауты, скорпы. Блин, Маце, честно, Маце, браво за эту игру. Объективно. То есть, ну это ГГ какое-то. Просто. Какое-то ГГ. Но он здесь отфишбумил. Как бы... Здесь важно, мне кажется, то, что он 2 скорпа кое-как забрал. Здесь немножко крестов забрал. Ушел вот эти стенки и брандеры. Ну это просто сказка, честно говоря. Просто четко. Поздравляем его с выходом в финал. Давайте заценим, какие у нас тут есть показатели. Какие-нибудь 16-15 по убийствам. Армии 12, Маца 4. Все четко. Четко. Запутал врага. Хорош. Хорош, реально, у Маца больше добытых ресов. Все, кроме золота, оно и понятно. Немножко камушка. Да, мужик. 12-44 переход. Даже не 13 минута, а уже 12. Ну да, но он буквально делает переходы 20+2. Типа ему пофиг. Ему действительно пофиг. Но это не срабатывает, потому что карта очень сложная. Вот так вот. Обязательно ставьте лайк и до новых встреч.